Встречайте. Добрый вечер, друзья. Я знаю, как непросто начинать слова сразу об этом. Как непросто сразу начинать говорить и задавать вопросы искренне и по-настоящему об этом относительно насущного, относительно того, что на самом деле происходит, относительно того, где счастливо, а где душно. Как непросто сразу подойти к искренним и настоящим вопросам и словам об этом. Так, чтобы они касались прям этого момента, прям настоящей этой жизни, которая происходит сейчас. Так, чтобы они раскрывали ее, воскрешали, пробуждали ее. Поэтому сегодня у меня есть с чего начать в отношении моего откровения. А потом, если кто присоединится, я буду рад в этом пути двигаться. Несколько часов назад мне написал человек, вот перед тем, как прийти сюда, мне написал человек, он мусульманской веры. Он написал о том, что сегодня у него умер отец, и что он на уровне мусульманской религии очень многого достиг, очень во многое прошел, и даже какие-то уровни он мне расписал, и что он читал на одном вдохе какие-то вещи. Это какой-то большой уровень в этой религии, когда на одном вдохе читать какую-то суру. Или что-то подобное, как я понял. Только в итоге последний его вопрос был о том, что надеюсь, Аллах простит моего отца и примет его в рай. Это был вопрос. Это даже не надежда, это был вопрос ко мне. А как мне на это ответить? Как мне рассказать человеку о том, что еще когда со мной впервые это произошло, я все надежды отдал, все надежды на этот мир. И на любое происходящее, что со мной будет, я отдал любую надежду. Как мне объяснить, что вот тогда судный час, судное мгновение со мной происходило? Я стоял на обычном балконе, смотрел вперед, где рождалась, точнее замерла какая-то стройка десятилетняя, и она такая костлявая уже была. И я смотрел, вот тогда со мной произошло это судное мгновение, когда я надеялся выжить. Я потом позже очень много увидел, что в этом надеялся выжить.
надеялся оправдать себя, надеялся поддержать свою личность в глазах других. Надеялся, что она не разрушится, и вся моя боль, я увидел, больше всего была не ужасная кончина, а вот каким я буду в глазах моего окружения. И когда я впервые вышел за это, что мне позволило выйти за такое? То, что я увидел за этим, кто живет в этих тисках. Кто живет в этих тисках, я увидел, как будто бы мир окружен такой дымкой. И в этой дымке все человеческое объяснение о том, что с ними происходит. Вот в этой дымке в мире, как туман, как гипноз, все человеческое объяснение, включая религию и все остальное, что с ними происходит. И вот эта дымка, как удушающая вещь для меня ее обнаружил. И в ней самое главное было – это надежда людей на то, что я останусь таким. А даже не надежда, а мой страх, что я не оправдаю взглядов. И когда я увидел, кто этими тисками сжат, когда я почувствовал боль того, кто сжат этими тисками, мне ничего не стоило отдать весь свой мир и все его надежды на любое событие. Это было как «я не знаю, что происходит». Только почему я требую чего-то своего? Почему я надеюсь на какую-то боль, которая вот быть правильным человеком или быть в завершении правильным человеком? Я когда увидел, что это тиски и какого, если я не знаю, то почему я надеюсь на это? И когда я сбросил эту надежду, передо мной открылось огромное, бесконечное, мощное, родное, сильное. И в тот момент я понял, что я уже никогда не вернусь в тот мир, который меня ограничивал. В тот момент я понял, кто живет и каким образом. И да, пусть весь мир станет против меня, на тот момент я понимал, я никогда не вернусь в тот мир, который был ограничен, даже если все люди будут в него верить и утверждать, что он такой. Для меня уже с того мгновения все было ясно. Как мне объяснить человеку, который у меня спрашивает, а простит ли отец, простит ли Аллах его отца? Когда в этом-то и дело, мой правильный ответ ему был бы, посмотри, сколько в тебе недоверия. Ты кого называешь Аллахом? Бога, которому не доверяешь, которому отец ушел как на страшный суд. Причем у тебя есть опасение, что, скорее всего, он казнит его там. В тот момент у меня было другое. Я весь мир отдал в доверие тому, в смирение тому, кто ожил в этом. И мне стало понятно, что кто живет, ощутимо ясно, кто живет. Потом позже, когда я вышел из этого, даже из страхов о том, что я не буду неоправдан в кругу своей семьи, даже из этого страха я вышел, когда освободился. Тогда позже ко мне приезжал человек, родственник мой, открыл книгу Христа и спросил, вот тут Христос сказал о том, что оставь своего мать и своего отца, иначе ты не войдешь со мной. Что мне было ответить этому человеку? Что это правда? Что только так я и прошел, и он, что невозможно учиться быть Христом, точнее молиться на Него. Надо им стать. Невозможно молиться на Будду, надо им стать. Когда со мной в 14 лет, когда впервые по стечению событий я прочитал Библию, во мне ожила она. Она меня перевернула, она во мне ожила. И в тот момент потихоньку до меня начало доходить понимание, что пусть это миф, зато во мне оно ожило. А если во мне оно жило, значит может жить. Все, что мне оставалось, я все больше приходил к этому пониманию, не мешать теперь ему жить, а быть его продолжением. Тогда у меня не было такой возможности, я еще был схвачен вдоль и поперек. Поэтому я продолжил жить, как жил. Потом в армии оно второй раз ко мне пришло, когда дед у меня отнял китель, мой новенький, отдал перешитый 10 раз из лохмота, и только в нем было вшито Новый Завет маленький вот такой здесь. Я его чуть позже обнаружил, когда сидел, мне было нечего делать, и это мрачная вещь, обстановка армейская, и вдруг я нащупал книжку. Сейчас я еще не могу сказать, насколько преобразовывалась тогда моя армейская обстановка, только она преобразовывалась. Это были такие мелкие, тонкие подсказки еще в пути, на которые я не обращал внимания, только сейчас о них могу так рассказывать. Только сейчас мне все еще яснее, что на самом деле происходит. А тогда было так. И в ночь, перед ночью, перед последним питерским приездом, я ехал в поезде, и со мной произошло что-то на таком уровне, на котором я теперь опять говорю, я до этого знал,
что это все так. Только настолько я еще не знал об этом. Вот что настолько так, я еще тогда не знал об этом. И заявляю об этом смело, потому что такое должно с вами происходить. Нету последней точки, есть постоянный путь. Тот, кто остановился на точке, будет гнить. Будет мертветь и гнить. Тот, кто остановился хоть на одной точке. Есть путь. И он постоянно уничтожает все устоявшееся. Он постоянно разрушает все устоявшееся. И если этот путь не происходит, происходит что-то как вот болото, когда цветет, оно вроде и в цветочках, при этом болото, заболотилось. Будет такое происходить. И вот когда со мной это произошло последний раз в Питере, по дороге в Питер, в вагоне-ресторане, где мои друзья заказали только чай, а я заказал чай и жареную картошку. И мы сидели. И он пронзился в меня с такой нежностью, с такой чистой любовью, и будто бы пронзился и вот так вот меня раскрыл напополам. И вот это раскрытие, оно на всю вселенную взорвалось. То, что было с моим телом, друзья рассказывали позже. Только я могу сказать одно. Раньше, когда я уходил, исчезал, я исчезал в черноту. А теперь я исчез какой-то огромный белый фейерверк, который стал бесконечно белым фейерверком, таким нежностью, любовью, кто-нибудь чувствовал, когда выходили в эти пространства, или когда из искренности собирались пройти что-то, где были вечно ограничены, и вдруг человек решил пройти, я здесь пройду, я больше не загнусь, я не войду в компромисс, я откровением и правдой пройду в том месте, где все время превращался в черноту. Кто-нибудь чувствовал такие прям эйфорию, мощный взрыв, как поддержка Святого Отца? И вот в этот момент, вот только представьте, что оно белое. Белое, огромное, и ничего не осталось. Ничего. Когда я раньше проваливался в это, не было ни времени, ничего, было черное ничего, которое исчезало, как кто терял сознание. Раз, хоп, следующий сюжет пошел. Вот такого не было больше. Такого больше не было. И я точно знаю, что я сделал, когда отдался ему, чтобы такого больше не было. На те моменты я могу честно, искренне сказать, я что-то для себя прикарманивал, какой-то страх, какую-то надежду. В этом случае надежды больше не осталось. Одна единственная была надежда на того, кто пришел и сказал, насколько может быть чистым человек здесь жить. И увидев вот это вот все, как живет человечество, я с радостью отдал ему все. Только настолько я еще не отдавал. Наверное, не всем понятны мои слова. И вот тогда произошло такое мощное, когда я вернулся, я обнаружил тело свое. Я не знаю, сколько мне было, мне потом друзья рассказывали об этом случае. Впервые я был опять вновь весь в таких искренних слезах. Мое тело было такое. Рядом стоял официант, спрашивал, что там с картошкой или что-то подобное. Я попросил счет, не поднимая глаза, потому что не мог. Он не расслышал меня, мои друзья еще сказали 10 раз счет. Только я, пока возвращался, я 15 минут или 10 был в таком огромном теле на всю вселенную. У кого-нибудь сводила ногу когда-нибудь? Так что нога вот больше всего была. И на нее невозможно было наступать. У меня каждая косточка, каждая жилка была такая минут 10, вот как после того, как я вернулся. А как я вернулся оттуда? Я захотел. Там было просто счастливое ничего. Да даже счастливое не сказать. Потому что даже счастье можно здесь переживать. На уровне того, что есть несчастье, здесь можно счастье переживать. На уровне того, что есть ад, здесь можно рай, а там даже этого нет. И я так захотел эту боль, которую я здесь переживаю. Я так захотел оттуда вновь иметь боль и святость за болью. Ад и рай за адом. Все это вновь захотелось из абсолютного светлого ничего, где нет даже проблемы. Там нет даже проблемы. И я когда сюда, я интуитивно знал, что я вернусь, я могу. И когда я вернулся в это огромное жужжащее тело на всю Вселенную, я сначала минут 10 собирался. Я собирал личность, я вспоминал, что я в поезде, я вспоминал, что я живу, что я вообще еду в Питер куда-то говорить с людьми об этом. Я потихоньку собрал опять свою личность по опыту прошлого. И могу смело заявлять теперь, что оттуда говорить «я есть то» невозможно. Там нету чем говорить. Там нечем говорить. Там только есть интуитивно, что действие возможно. Какое-то действие возможно. И вот по этой ниточке я пробрался обратно в тело. Я, конечно, моего любимого старичка Пападжи к этому не приплюсовываю. Он когда говорил «я есть то», он душу передавал.
О чем умалчивают все? Посади человека, который наполнен демонической энергией, пустой, и пусть он скажет: «Я есть то», или «Ничего нету». Да не подействует, потому что все, кто это говорили, передавали душу в первую очередь. Посмотрите на всех, кто умело говорил «я есть то» или «меня нет», и с людьми все происходило. Они душу передавали. Просто об этом именно не говорили. Невоодушевленное знание передает мрак, безвыходность. Знаете людей, которые сидят теперь в комнате, им нечего делать. Они оторвались от земного, не пришли к светлому, и вот заблудшая душа, которой больше нечего делать. И это правда. Такое есть, такое в большинстве. В тот момент я возвращался, и пусть это выглядело действительно как сон, из того абсолютно белого ничего вдруг опять появлялось тело, опять появлялась история, опять появлялось в чем уснуть. Пусть это было как сон, зато я в него шел, как младенец к матери бежит, влюбленный. Или когда влюбленные встречаются, которых что-то разлучало, и вот они узнали, что они сейчас встретятся, они несутся друг к другу. Я такое чувство переживал, возвращаясь в этот мир. И странно мне теперь, странно, насколько все из этого мира туда рвутся, и понятно, почему. И понятно, почему. Надо ведь все это в чистом виде увидеть, перед тем, как понять, какое мы чудо и насколько нам дана чудесная возможность жить через человека. И вот тогда я всю ночь, это произошло под ужин, я, конечно же, не стал есть картошку, вышел, мы оплатили, дали чаевых, а мне официант меня догнал и вот так с понимающим взглядом: возьми. Я думаю, так будет лучше. Меня как будто вся вселенная поддерживала. И я всю ночь в этот раз даже и глаз не закрывал. Я вез такую святость, я так хотел ее подарить. Я прям был уверен, я сейчас всем расскажу, и все просто взорвутся, мы всем залом вознесемся в небо, и с этого мгновения никогда у нас не будет больше мрачной прошлой жизни. И когда я приехал с этим откровением в питерский зал, и все это вот рассказал, я даже гитару взял, я впервые осмелился взять гитару, потому что я решил, я словами не передам. Всего этого я настолько словами не передам, может, у меня нотками получится. Я взял свои любимые молитвенные напевы, мелодии, которые касались этого. И начал играть. И начал пытаться вот об этом рассказать, на что спустя какое-то время, первый вопрос был: Самир, ты вот знаешь, я изучал шизофрению, они вот примерно то же самое у них происходит иногда, они говорили. И белый свет они видят, и все. И началось подобное. И все больше меня окутывал мрак о том, что может не стоит так, может им привычным форматом, который привычен для них, а то они шокированы тем, что я пришел с таким, тем, что я пришел из такого. После этого, выходя, я видел и радостных людей, и озадаченных людей. А во мне уже сейчас, я понимаю, незаметно подсел мрак под названием «Хорошо, я буду говорить как раньше». Я об этом умолчу, потому что это слишком интимное, это слишком откровенное. И, видимо, дело в том, что я ведь знал, куда иду с этим. Я ведь знал, какого уровня вопросы и разговоры там происходят. Куда понес? Вот такое во мне началось. Куда ты это понес? Ведь даже себе капельку не оставил. Все превратилось в подобие света, в химическое объяснение, пластиковая духовность, бездушная эзотерика. Все превратилось в это. С помощью вот таких философско-логических разборок того, что я принес. И вот под утро, когда я проснулся, проснулся на таком уровне, что увидел этот мрак, я увидел, почему он. Потому что я решил говорить из прошлого. Потому что я решил нацепить прошлую форму и разговаривать с людьми, как я разговаривал в прошлом. До того, как со мной это произошло настолько. Я как будто бы самопредательством занялся каким-то. Из страха и надежды, что вот так вот людям будет лучше. А в итоге увидел, как все тускнело. И в этот момент стояла гитара в дальнем углу. И я посмотрел на нее, и первые пошли такие переливы тонкости о том, что что-то сейчас произойдет, где-то решение, вот-вот и произойдет решение, такое как будто от гитары.
И я увидел это решение, оно сразу в меня вошло. Нет, я не буду говорить, как в прошлом, я пойду и буду говорить о Боге, буду говорить о душе, буду говорить правду о всем том, что со мной произошло. И мне все равно, даже если встанет весь зал и закидает меня гнилыми помидорами после этого, не то чтобы это произошло, я настолько вот так я в это вышел. Как тогда на балконе много лет назад, когда я вышел в это на уровне размышления только, я еще шага не сделал. А со мной все произошло от одним согласием и смирением, таким огромным согласием. А потом только начались события подтягиваться, потом энергия через меня начала озвучивать слова и подтягивать людей. И подтягивать события, и события за событием, вот я здесь. Только все началось, где я на уровне какого-то глубинного решения посмертно. Вы понимаете, что такое посмертно? Я не ожидал, что моя жизнь наладится. Я вошел в это посмертно. Когда я выходил из мира, я не ждал, что вот я сейчас выйду, как в медитацию, и вернусь в рай. Я увидел, кого я душил. На тот момент, кем я был и кого я душил. И решил посмертно освободить его. Всем понятно такое? Вот. И по-другому не получится. Если утаить хитренькое что-то в кармане, хитрый билет, да хоть жилплощадь в раю, все равно не получится. Это мрак. Идти к Богу с надеждой на какую-то загробную жизнь или еще что-то, это мрак. Это ожидание и боль. И вот тогда, когда я решил, простите за грубые слова, просто во мне произошло, я посмотрел на гитару, а потом во мне был фон обычных мероприятий, который надвигался и хотел меня омрачить. А я опять посмотрел на гитару, обернулся к этому фону и сказал, да хрен вам, я буду говорить про душу. И в этот момент опять Бог вернулся. Опять душа, вот в секунду. Такие шаги должны быть. Если хотите, чтобы так сильно происходило, такие шаги должны быть. Это путь, это не остановка. И я понял, что я буду всегда теперь говорить об этом, что вам нужно просто держать ворота открытыми на таком уровне. Любой страх, любое омрачение, ворота закрыты. Душно стало, темно. Часто открытые ворота требуют отдачи всего бытия обратно. А потом, когда это произошло, этот ретрит, который произошел, был первый ретрит, когда в конце ретрита во мне не возникло такого, как раньше было, все благодарили в конце ретрита, только у меня было, вы даже не знаете, насколько это мало. Вы даже не представляете, насколько это мало, то, что в вас и то, что могло бы быть. В конце ретритов у меня такое было. Хотя с людьми, я знаю, происходило по полной, по максимуму, они это мне показывали и доказывали. А в конце этого ретрита у меня было наконец-то. Наконец-то. Такое было, лик. Я видел, что происходит с людьми. Они пусть больше не говорили о любви, не улыбались, не сладостно не целовали никого. Только то, что я видел во мне, было наконец-то. И люди, которые говорили о том, что я ожидал, что вот так, только что настолько так, и замирал. И я говорил, да, вот и я знал, что это так, что настолько так. Нет, не знал. И то, что я сейчас знаю, вскоре я скажу, что настолько так. Потому что необходим путь. Необходим путь, мы путь. Мы не точка какая-то, не служение, мы путь. И вот тогда на этом ретрите на третий день пришел человек один, очень зрелый человек. Он прошел через многое, возможно, и через религии очень глубоко входил. И был зрелый, я это чувствовал, он с одного слова вышел. А потом на второй день он вернулся с таким разбитым лицом и сказал мне, я был в такой нежности, я был в такой любви, я был с Богом, с душой, а зашел в пространство и наткнулся на логические, философские умы, и все в ней прекратилось. И я понимаю, это так. Интересны уровни эти. С одной стороны, можно посмотреть, вот, к примеру, зайти в зал сейчас и сказать, о, люди близкие. А с другого можно зайти и посмотреть, как же далеки. Это понятно, о чем я говорю? Кто-нибудь переживал это? Это очень интересные вещи. Они показывают о пути, о том, что путь необходим. Тогда я сказал этому человеку, вот и примерно то же самое со мной происходило на открытой встрече в Питере. И по-прежнему я буду говорить о том, что все, что нам
Все, что мы можем, это держать ворота открытыми, чтобы это заходило. Оно как свет, как дуновение ветерка, в любую секунду может зайти. И вот тому человеку, который мне написал, вот самый короткий ответ, это вот такой полный ответ. Тому человеку, который написал, простит ли Аллах моего отца и примет ли в рай, самый короткий ответ. Это вот такой ответ, только как его донести. А еще на ретрите поднималась очень частая тема о том, как с людьми все происходит, и о том, как больше не происходит за воротами ретрита. И тогда мы опять касались Библии. Очень интересно, в последнее время мы часто начали касаться Библии. Только не со стороны эгрегора, а со стороны того, что я там чувствовал. И когда мы начали ее касаться, человек спросил об этом, а почему? А ты посмотри, я сказал, вот Христос показывал путь в этой книге. Был или не был, показал и дал мне его отчетливо пережить еще в 14 лет. Что это такое спасительный путь? Что такое шаги в пространстве, которые спасают все, что есть? Спасают что такое? Пропитывают любовью, душой, честностью, откровением, правдой пропитывают. Вот тогда мир спасен, когда это произошло. И вот человек спросил, а почему, когда я ухожу, это прекращается? А я ему привел, а ты помнишь, там такой элемент был, ведь многие, кто соприкасается с нашим направлением, все равно входили и в Библию, и во многие вещи. Помнишь такой элемент, когда у них уже было столько богатства, что Петр сказал, давай отойдем, все будет. Жизнь хорошая будет. Может быть, он ему втайне сказал, дети будет, жена, все будет. Вот. А Христос посмотрел на него и сказал, что отойди от меня, сатана, ты мне соблазн и думаешь вообще не о том. И пошел до конца. При этом там в Библии очень часто показано, насколько Христос был человеком. И это главное для того, кто пойдет, читая это. Очень главное понять, насколько он был человеком, а не Богом сначала. А потом стал этим. Иначе бы это нам было бесполезно, если бы этого не было. Там есть элементы, где он ныл прям. Выл и ныл, пожалуйста, не надо мне вот этого. Пусть это кому-нибудь другого, а я поживу спокойной жизнью. А потом выходил в то, где на все воля твоя. И вновь в нем все раскрывалось. Готовность, смирение и продолжение пути. Для тех, кто хочет не терять это, как вы можете выходить в другое? Это вот, как я говорил, если вы собирались, молитесь на Будду, то лучше стать Буддой. И не становиться кем-то другим. Стать Буддой и не становиться. Если через Христа стать Христом и не становиться. Не надо спрашивать, став кем-то другим, не надо спрашивать, куда из меня делся Христос. Или став кем-то другим, а не Буддой, не надо спрашивать, куда делась Будда. Почему вдруг все так мало, узко, больно и ограничено? Не надо об этом спрашивать. Спрашивать об этом – это попытка это обойти. А обойти это невозможно. Тот, кто насытился медитацией в комнате и понимает, что медитация в комнате ему ограничение, продолжает это делать, не сможет. Уже 1000 раз показали, не сможет. Значит, сердце требует большей жизни. Сердце требует там, где оно будет жить еще больше. Там, где оно пройдет еще большие ступени. И никак иначе. А если вы его посадите в комнату, запрете и скажете медитировать, оно будет тухнуть. Если это так. Если это время для медитации, вы сами это почувствуете. Войдя в медитацию, вы как в рай вернетесь. И вот там внутри этот внутренний гуру всегда подсказывает очень правильные и верные вещи. Я знаю, насколько я интенсивно сейчас передавал энергию и как мне надо аккуратно ее теперь сплавлять с тем, что есть в этом зале. Я надеюсь, что большинство почувствовали, и в них уже что-то пробудилось в отношении того, что я несу. Знаете, как есть, вот я несу мир. Я несу в себе мир. Я не несу больше в себе пустоту. Я несу в себе мир. И этот мир, он очень спасителен, он очень близкий, он очень родной мне. А что такое мир? Это способ восприятия и проявления в пространстве. И каждый несет мир. Говорит ли он, что его нету, или говорит ли он, что он есть все, он несет такой мир в себе. И надо смотреть, какого качества мир.
И даже если человек говорит «я есть все», при этом что у него внутри? Любовь или тьма, или безысходность? Надо смотреть, какой мир несет в себе человек, чем он собрался делиться. И демоном можно поделиться через молитву. Я несу в себе тот мир, который настолько близок мне, настолько родной, что спасает все, что есть. И я знаю, как быть, чтобы этот мир не подменился. Из той абсолютной пустоты я уже какой раз создал себе родной мне мир. И знаю, как быть, чтобы он жил. И знаю, какие шаги действовать, чтобы мой мир не исказился, не подменился на что-то. Это понятно кому-нибудь? Да? Тот мир спасителен и близок, который самый откровенный, самый чистый, самый настоящий. А где вы можете узнать свою правду? В книжках? Где можно узнать свою правду? Да, конечно. Там, где боль, там, где душно, там, где свободно, там, где счастливо. Там происходят сигналы правды. И каждый раз, да, и каждый раз, когда мы начинаем говорить о чем-то, когда я говорил о чем-то настоящем, вот об этом, о таком настоящем. Вот оно сознание, вот оно живет, ваше божественное сознание наше. Что с ним происходит? Оно уже есть, да, только что с ним происходит? Каково творчество ума в пространстве? Что оно создает, это творчество? Рай, Бога, душу оно воскрешает? Или же оно создает демонов в моменте? Надо увидеть. Потому что и в «я есть все», и в «меня нет» может демон жить. И рушить жизнь, и по-прежнему отравлять. И все время будет бегство. И все время будет бегство от того скрытого товарища, который не даст посидеть в комнате спокойно. Этот скрытый товарищ, дам подсказку, будет до последнего вздоха преследовать. Он будет эволюционировать. Он будет незаметно подкрадываться из такого места, где вот прям рай просто создан. Оттуда прям выйдет, всем раем вот так вот посмотрит в глаза. Это никогда не закончится. Это ваш учитель с плеткой. Я понимаю, сладка надежда от него убежать. Только путь, он по-другому. И опять же мы можем вернуться и вернемся к Библии, где до конца шел за ним этот товарищ. Даже через Петра к нему пробрался. И я эти явления видел не раз, как они пробираются, эти товарищи. Мы на ретритах это все показываем. На последнем ретрите у нас был протестант против существования демонов. И не получилось. Все равно все рассекретилось. Ведь это боль. Что такое демон? Это боль, запустившаяся в уме. Созданное существо, которое постоянно начинает жить в виде какой-то формы. Пусть на этом уровне это демон, на том уровне это боль, на том уровне это искаженная любовь, искаженная душа. И есть еще миллион уровней, которые мы можем посмотреть. Мы можем смотреть через религию, через науку, через философию. Только самое близкое и настоящее – это самое настоящее и близкое. Да, кто-то хотел поговорить? Я прошу прощения, что перебил. Ты хотела или мне показалось? Нет, не обязательно, не обязательно. Только если ты захочешь. Мне сейчас на самом деле разговоры, мне очень раньше нужны были разговоры. Да и сейчас не больше, только еще больше я хочу, чтобы все почувствовали ту правду, которая моя правда. Насколько такая правда спасает все происходящее. Мы можем смело говорить, что действительно нет никакой правды настоящей. Только каждый несет свой мир. И существо, которое сделало вид, что оно остановилось, нет, оно продолжает мир в виде остановки. И каков ему этот мир в виде остановки? Мой мир в виде успеть побольше. Даже существо, которое сказало «стоп» всему, продолжилось в виде «стоп» всему. Это тоже творчество. Возник вопрос, а как увидеть свой мир? Вот мы сейчас как раз про мир говорили, и вот возник интерес вот поисследовать это прямо сейчас. Как вот я могу прямо сейчас увидеть Почувствовать.
свой Свой мир. мир, свой мир лучше не логикой, а чувствованием идти. Ты можешь взять на примере одного, двух, 3 дней, и постоянно твоя задача фиксировать чувствование своего мира. И ты вскоре увидишь, что твое чувство на весь мир. Это твой мир. Посмотреть, какого качества и кто оперирует твоим миром, чтобы создавать его таким. Мой мир стал, это то максимально близко к моему началу, к самому моему началу. Когда произошло особенно это, я увидел, что мой мир – это нести душу. Когда мне пришли такие знания, я увидел, что мой мир теперь это нести душу и говорить о ней правду. Даже если этот вариант будет забракован, все равно нести. Я начинал совсем с других слов общения с людьми. Когда это со мной произошло, я только говорил о выходе как обезболивающем. При этом я помню, как в первый раз, когда я вышел на балконе, я увидел, что на самом деле ко мне пришло. И я увидел, как мы стоим на зеленой полянке с людьми, и мы знаем что-то такое, что спасает все. Что спасает все и дает возможность сердцу и душе жить, говорить слова, делать шаги. Я это тогда еще увидел, только не смог изобразить это. Тогда я увидел такой мир, который я понесу. Только тогда еще я не смог это выстроить, потому что начались мои личностные войны за мою правду, которые исказили меня еще сильнее, из которого я потом еще выбирался. Когда я начинал понимать, что не надо правду рассказывать всем, а только тем, кто готов ее принять. Потому что в итоге спор и война – это не мой мир, это не близкий мне мир. И все больше я изучал, как надо действовать, что надо видеть в моменте, чтобы жила душа, чтобы жило счастье, счастливое начало свободное, чтобы правда жила живая. И вот сейчас я подошел к таким словам об этом. То есть просто ощущать. Не просто ощущать, а знать, что тебе ближе и роднее, а что тебе дальше искаженнее, чужероднее. Ну так это выбор совершать внутри. Это мир замороченности. Или оценивать. А чем тебе плох выбор? Скажи, между адом и раем ты что выберешь? Рай. А почему ты говоришь, так это выбор совершать? Не совершай, пусть кто-то другой за тебя совершит. Хочешь, я за тебя совершу выбор? Нет. Так почему? Откуда вопрос с претензией? Так это выбор надо совершать. Что за существо это произнесло? Из какого мира? Ну просто есть какая-то концепция, что ли, уже. Существо мира концепций. Да. Этот мир можем отставлять. Раз он такой замороченный и мрачный, незачем нам в него входить. Чувствую еще более яснее, что на самом деле происходит. Ведь как? Представь, просто ничего, вот просто ничего. Даже ничего в ничего нету. Даже черного ничего нету в ничего. И вдруг появляется что-то. И это что-то начинает в себе жить, в себе существовать, творить себе всякое. И вдруг один из элементов этого что-то получает разум. И он еще об этом не знает. Он идет по улице, гуляет, он ждет своих друзей, у него там вечером какая-то стрелка суперважная. Мама ждет, надо как-то еще и маме все правильно объяснить. И вот идет этот элемент сам в себе, и с этим разумом творит вот это вот все, и спит в этом всем. И однажды где-то на каком-то уровне это же существо сидит и уже знает, что у него есть ум. Уже знает, что у него есть ум. Что на самом деле происходит? Идут новости. На улице какие-то пьяные люди то ли играют, то ли дерутся, непонятно по их зверским крикам. А он все видит все, что происходит, видит ум, и до него все больше доходит, что же на самом деле происходит. Это как отрезвление. Это как будто бы это необъяснимо. Только до него все яснее и яснее, что же на самом деле происходит. И вдруг звонок в дверь, там, Толя, побежали гулять, да, иду. Все. Это многомерность присутствия. И это миры. Только в каком мире живет святость? Помните, Будда прошел 1000 миров, чтобы выйти окончательно. Посмотри, сколько у тебя их. Я не считала. Вот.
проблема человека, который еще не распознал свое родное. То, что будет постоянным его счастьем, постоянным спасением, постоянным светом и постоянным путем, конечно, потому что стоит выйти из родного, остается неродное. Стоит выйти из света, остается мрак. И этот закон непреломим. В одном и том же доме можно находиться в раю, а можно в аду. Все зависит от того, как ты воспринимаешь пространство и как ты в нем проявляешься. Каждый раз по-разному. Вот. И я однажды начал смотреть. Такое проявление создает мрак, а такое слово создает свет. Только дело не в правилах, а дело в том, что я это чувственно начал запоминать. Я уже перед словом или перед действием знал, что произойдет. И вот это называется держать ворота открытыми для того, кто может произойти. Я был бдителен постоянно. Моя жизнь не останавливается где-то. Мой ретрит, у меня нету такого, как домой пойти. У меня такого нету. Как тогда я пошел в это посмертно, так я по-прежнему иду только в это. У меня нету такого стоп-ретрит, теперь семья. Такого нет у меня, такой жизни. Поэтому со мной постоянно происходит, я постоянно открыт. То есть пределов этому нет. Открывание. А у тебя был предел? Нет. Нет. Опять видишь вопрос? Откуда этот вопрос? Опять из того мира концепций. Да. Все больше замечая, что живет и как оно живет, мне все время становилось все больше яснее, что на самом деле происходит. Только я позже увидел, что главный здесь не я. У меня есть приказ о нескольких шагах вперед. У меня есть на данный момент приказ о том, что если мы выходим в этот мир главнокомандующего и меня, у меня картина настолько не раскрыта, что я знаю только шаг вот здесь. Мне надо максимально честно это передать. Все. Дальнейшая картина мне неизвестна. Мне однажды посылали сигналы о дальнейшей картине, и они были настолько ужасающие и одновременно восхищающие, что мне не вынести, меня могли бы забрать в психушку. Поэтому каждый получает настолько, насколько он вынесет. Настолько он будет раскрываться, насколько он вынесет, Бог не даст тебе самоуничтожиться. А потому надо двигаться, надо эволюционировать. Что такое эволюция? Это революция света внутри, во всем. Революция света внутри во всем, что мрачное, подавленное, компромиссное, фальшивое, ложное. Во всем этом. И чаще всего это шаги и действия. Чаще всего. А не только до какого-то момента подготовительный этап на уровне медитации. А потом кто-то стучится в дверь. Кто? Кто-то. Кто-то, кто пришел за уроком или за тем, чтобы подавить и пустить на новое кольцо эволюции. Кто-то, кто узнаем. Кто-то к тебе придет сегодня. Событие, человек или еще что-то. И ты можешь многое узнать. Хорошо. Ждем гостей. Тебе в этот момент главное смотреть вот в то, что мы назвали сейчас чувствованием. Что с ним будет происходить от твоего поведения, от твоего восприятия? Что с ним будет происходить? И если ты сможешь совершить такое творчество, создать такие шаги в моменте, чтобы остался только свет, только душа и правда, все, тебе будет все ясно. Насколько это эволюция. Спасибо. Да. Посмотрим. Хотя недавно мы подошли к тому, что женщине легче утопать в мужчине или там в дерево обняв, или еще что-то, в молитве женщине легче утопать, а мужчинам нет. Мужчинам легче утопать в доблестных шагах. В настоящем пути легче утопать мужчине. Вот женщина, идущая рядом, в этот момент, да, она может утонуть в пути мужчины, в том, что через него раскрывается и пробуждается. Такое может быть. Только это не две половинки, это два полных целых существа, идущих одновременно.
Спасибо тебе за вопросы такие. Спасибо. Рада встрече. Добрый вечер. Добрый. Самир, скажи, что ты делаешь, если творчество заблокировалось? И что бы ты посоветовал? Мы о каком творчестве сейчас? Я вот сейчас творчество. Я и пока ехал сюда творчество, и пойду отсюда творчеством. Ты о таком творчестве? Да. Оно, как же оно заблокировалось? То есть оно автоматически производит что-то одно и то же свое? Ты это имеешь в виду? Я имею в виду, что вот в тот момент, когда ты потянулся к гитаре, когда ты не верил, что ты сможешь теми словами сказать о Боге, которые люди не услышат, и вернешься к прежним. Вот. Так вот это был и урок о том, что надо сделать. Я увидел, что нет, все равно смогу или не смогу, я пойду до конца. И все творчество открылось. А точнее, оно и было до этого творчества, просто то творчество было мрачное. На уровне, придется прошлым способом рассказывать, ни Бога тебе, ни души, а вот опять это физика, химическая эволюция сознания, пластиковая, калькуляторная. 1 + 1 = 0. Отлично. 1 - 1 = 0. Опять оно. Класс. Значит, 0 – 0. Замечательно. Вот в это не хотел уходить и понял, что не уйду. Все. И оно ожило. Тебе надо посмотреть, где сердце, если ты искренне интересуешься этим вопросом, Да. где сердце ограничено. Я увидел, где сердце ограничено, и прорвался прорывом, революцией прошел для себя. Это моя революция во мне была. Уже какая по счету, даже непонятно какая, не сосчитать. А критерий сердца, сейчас, как ты видишь эту ограниченность? Если ложь, то она видна, а вот ограниченность, как ты ее ощущаешь, настраиваешься? Как это пройти в ощущениях? К примеру, я чувствую вопрос такой, мне на него даже не объяснить, только у меня есть попытка тебе что-то объяснять. И вот лучший мой ответ – это сказать вот так вот. Ты чувствуешь, что мой ответ светлее, чем твой вопрос? Да. Вот так. Только я не могу тебе логическое правило подставить, что вот так поступай. Тебе надо будто бы из лабиринта выходить все время. Есть лабиринт в моменте. В этом лабиринте умеет тонуть ум, путаться. И он же умеет из него выходить. Уму можно замереть и вообще не двигаться. Это один из вариантов. Чтобы лабиринт больше не существовал. Только все равно почему-то все выбирают жить дальше. А чтобы жить дальше, надо опять входить в творчество в моменте. Так вот, мое творчество – это постоянный выход из нового лабиринта. И выход это всегда критический, он подобен разрушить лабиринт. Спасибо. А чтобы мы конкретно говорили о чем-то, нам надо просто с тобой начать говорить, и ты мне будешь говорить, вот я чувствую, что через час мне идти туда-то, и мне от этого плохо. А я тебе скажу, а может быть не надо идти вообще туда? А ты скажешь, так как не надо, ведь там то-то, то-то, то-то. Я скажу, да, у меня было то-то, 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 и я все это отодвинул ради того, чтобы это сохранить. Или же мы увидим, что тебе надо это пройти, потому что за этим сердце. Я скажу, что ж, держись, сожми ягодицы и в путь. И вот так мы проходим на ретрите все эти элементы. И тогда человек начинает понимать, какого уровня его должна быть жизнь, чтобы она не сгнила. Чтобы, уходя вот в то пространство, в которое я когда-то ушел, 40 раз уже ходил и возвращался, что оно способно жить, только если здесь жизнь соответствует ему. Свободному, чистому началу, правде. Если же правде запретили жить, исказили, загнули ее, то и такое переживание.
Вот. И из этого я начал смотреть, где ограничено сердце. Где ограничено? Где приходится врать? К примеру, человек шел с ретрита, такой наполненный, счастливый, вдруг выходит Вася с соседнего подъезда и говорит: «О, привет! Я вчера этого отколбасил здесь. Помнишь, мы там неделю назад по пьянке рассуждали?» И он: «Да, помню, да, конечно». И все, и он ушел в такой мир. А ему надо было сказать, что что-то, чтобы остаться собой. А человек прогнулся из страха, то, что и он еще получит. Прогнулся. Получи переживание соответствующее. Понимаете, насколько это? Я сейчас просто грубым примером с демонами уже связанным. А это в себе, вот в своей комнате, с теми людьми, между которыми уже слои неправды наложились. Чаще всего это родственники, родные. Потому что люди, которые общаются из одного пласта, они потом все равно общаются с тем же существом из того пласта. Даже если кто-то выйдет, а с ним общаются с тем. И вызывают прям то чувство. И эти моменты надо проходить. Надо говорить, либо мы движемся, либо нам не вредить хотя бы друг другу. Друзья мои, это вот, я не знаю, насколько я успел передать мизерную долю того, что я хочу донести и передать. Вот она как вступление, ознакомительная часть. При этом вот оно, прорыв, революция. Эволюция света в сознании. Только попробуешь через мизер пройти, на кухне где-нибудь бытовой, там посуду кто должен мыть, еще что-нибудь, там будет где-нибудь озлобленность, еще что-то. Попробуешь откровением пройти, вдруг откроются такие пласты. Причем здесь посуда? Мы же с тобой, смотри, как живем. Еще что-то откроется, еще здесь. И появится такой взрыв, такая мощь правды, силы, которая, все, не захочется жить по-другому. Если мы здесь, то уже пробило, однажды пробило, просто погасло немножечко. Он еще будет, держите ворота открытыми. Просто не захламляйте. Даже сарказм, проявленный в пространстве, уже мрачный кирпич. А что же говорить с тонкими страхами, сомнениями? Занимайтесь тем, что сегодня идите вот по улице и прям душите в себе каждое сомнение. Последний раз особо тонко это было... Есть еще у меня 5 минут? Последний раз особо тонко это было, когда я сидел где-то в каком-то месте публичном, куда заходят все люди, вообще все люди заходят и устраивают там свои миры, огромные взрывающиеся свои миры. И я сидел, и я чувствовал тонкое смущение, страх по поводу этих людей. Я сидел с девушкой, и вот со своим любимым человеком. И я понимал, что мне надо замереть и убить в себе этот страх, чтобы он мне хотя бы дал посидеть с любимым человеком. А я боялся замереть и убить страх, потому что любимый человек мог посмотреть, что с тобой. И вот я увидел, насколько это существо страха и туда, и туда, и туда, и вообще, и под ноги, и в голову, и внутрь, и нигде. И я понял, что в эту секунду прям мне было уже все равно, что обо мне подумают. Я просто так, пора с этим покончить. И я вот так вот сел, замер, и я почувствовал, как эта змеюга во мне сначала так бесилась, билась об стенки, пыталась что-то, глаза повернуть, а все ли в порядке? А я сидел, и оно все прям бесилось, и оно прям, последние вот такие были, как будто рывки. Хорошо. И вот так же в отношении всех действий, где оно мне могло запретить что-то. Только оно эволюционирует, оно приходит в уникально новых формах. Оно началось со слов «пора с этим покончить». Это были такие добрые, теплые внутренние решения. Кто-то сверх я это решил и продемонстрировал. Только как будто бы я удушил теплотой и любовью. Вот так вот прям обнял так, что сдохло.
друзья. Спасибо, что успели за такое короткое время настолько прикоснуться. А это мой любимый, который очень о том. Вот если бы я умел на гитаре так, я бы точно передал тогда.